Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в одном из самых больших городов Гессена, в Марбурге. Здесь говорят, что здесь есть свой Хогвартс, но протестантский. Братья Гримм жили и учились здесь, и поэтому на многих улицах города буквально живут персонажи из их сказок. Историю города также определяло преследование ведьм, которых заключали в ведьмину башню и истязали их. Ну а в целом городок очень милый и энергичный, и безусловно стоит того, чтобы его посетить. Мы собираем идеи немецких городов, чтобы сделать о них выпуски. Если вы живете в одном из таких сокровищ и можете помочь с организацией съемок, пишите в комментариях, мы обязательно рассмотрим ваши предложения. Если вы желаете поддержать развитие канала, мы будем очень благодарны. Как это сделать, можете увидеть в описании к этому видео. А мы начинаем. Поехали! Первые документальные упоминания о Марбурге, Марцбург, датируются 1130 годом. Марбург получил городские права или городской устав в 1222 году, что было достаточно быстро. Потому что, например, городу Хеппенхайм городской устав был предоставлен примерно через 500 лет после первого упоминания о нем. Подробно о городском уставе и о его значении для города в те времена я рассказывал в выпуске про Хеппенхайм. Можете посмотреть, используя тайм-код, чтобы было быстрее. Ссылка на экране. Сейчас не буду тратить на это время. Итак, в 1319 году почти весь город был уничтожен большим пожаром. Потом там свирепствовала чума, унесшая много жизней. В 1526 году ландграф Филипп Великодушный ввел реформацию в Гессене. Всего год спустя он основал в Марбурге первый в мире протестантский университет. Во время 30-летней войны Марбург был осажден и разграблен имперскими войсками. А в начале 18 века город входил в состав Вестфальского королевства, и в 1866 году курфюрстство Гессен было присоединено к Пруссии. Уже в 1901 году Эмиль фон Беринг получил Нобелевскую премию по медицине. Он считается создателем противодифтерийной сыворотки. Сегодня Марбург – это один из крупнейших и один из самых молодых городов земли Гессен. Марбург – это достаточно молодой город, потому что здесь проживает и учатся 24 тысячи студентов. Марбургский университет – это первый в мире протестантский университет. А вообще про этот город говорят, что здесь нет университета. Да потому что весь город – это сплошной университет. %32 проживающих здесь людей – студенты. И Марбургский университет – это самый крупный работодатель в городе, имеющий 4300 сотрудников, которые тоже здесь живут. А любители Гарри Поттера называют Марбург немецким Хогвартсом. Посмотрите сами. В университет можно зайти, походить там по атмосферным коридорам и с верхних этажей полюбоваться на город и на внутренний двор.
сейчас посмотрим университетскую церковь, которой почти 800 лет. Представляете, у университета есть своя церковь. Она объединяет стили разных эпох. Особенно бросаются в глаза позолоченные фигуры людей, вырезанные из липы. Они отображают эпизоды из Евангелия. Типичная экспрессионистская отделка церкви с ее темными и светлыми элементами, контрастирующими между собой, это контраст, символизирующий противоречие того времени. Сердцем университета является аула. Роскошные картины на стенах, изображающие городские сцены и рассказывающие об истории университета, создают уникальную атмосферу. Здание старого университета было построено в 1291 году на фундаменте Доминиканского монастыря, а в 1527 году гессенский граф Филипп Великодушный основал Марбургский университет. Аула университета, так же как и аула старейшего университета Германии в Хайдельберге, используется только для академических целей. Прямо напротив церкви Святой Елизаветы небольшая лестница ведет в очень красивое и скрытое местечко, в часовню Святого Михаила, или Михельхен, как жители Марбурга ласково называют эту часовню, построенную в конце XIII века. Раньше часовня служила кладбищем и паломнической часовней для госпиталя Святой Елизаветы и Тевтонского ордена. Это те, которые занимались завоеванием и христианизацией земель в Восточной Европе. На небольшом кладбище, принадлежащем часовне, вы все еще можете найти многочисленные старые надгробия с XVI по XIX век. Они не только являются молчаливым свидетелем бренности всего земного, но и дают представление о различных художественных подходах каменщиков и скульпторов прошлых веков. И этот уголок скрыт в зелени. Там невероятно тихо и атмосферно. Как говорится, душа отдыхает и набирается сил. В каждом городе есть свои легенды, и Марбург — это не исключение. И в связи вот с этим кривым церковным шпилем есть о чем рассказать. А на этом месте есть тоже одна очень интересная легенда, и она гласит следующее. Считается, что девушки, заканчивая университет здесь, в Марбурге, не остаются девственницами. То есть ни одна девушка не остается девственницей. Ну, конечно же, это неправда, потому что просто купол вот этой церкви, он сделан внутри из дерева, и из-за погодных условий, ну, просто она немножко покосилась. Вот она. Всегда есть такое, что города чем-то известны. Вот, например, Венеция известна своим большим количеством мостов. А чем же известен Марбург? Вот я сижу на лестницах. Марбург известен своими лестницами. И 400 ступенек соединяют нижнюю часть города с верхней частью города. Кому тяжело подниматься по лестницам, может проехаться по всему городу до самого замка наверху на туристическом поезде. Едет он, правда, как ползет самая медленная черепаха, а внутри за стеклом не хватает веничка попариться.
Братья Гримм – это те, которые писали страшные сказки, жили и учились в Марбурге. И в честь них по всему городу разбросаны фигурки персонажей из их сказок. Друзья, а здесь еще одна инсталляция из сказок братьев Гримм. Вопрос: что это за сказка? Вот этот пример. Я думаю, это сказка «Волк и семеро козлят». Но я вижу здесь только 6 козлят. Наверное, одного он уже съел. Вы представляете? Просто находка в городе. Вот в этом доме во время учебы жил крупный русский ученый, первый крупный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов с 1736 по 1739 год. А вот буквально 60 лет спустя, вон там в соседнем доме, тоже во время учебы жили братья Гримм. Но с Ломоносовым история продолжается. Он повторно жил в этом доме после свадьбы с дочерью хозяина этого дома. Ломоносов и Марбург – это вот такая история. Мы непременно заглянули за дверь, чтобы почувствовать атмосферу этого места. Спустя 1,5 века, в 1912 году, Борис Пастернак, автор романа «Доктор Живаго», был в Марбурге, где также учился в университете. Он изучал философию, мечтая заниматься наукой, и был вдохновлен трудами немецких философов. Вот как Пастернак описывал эту первую встречу с городом. «Я стоял, заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором 3 ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и 800-летнего замка. С 9-го шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне. Если бы это был только город, а то какая-то средневековая сказка». А теперь снова вопрос для знатоков сказок братьев Гримм. Вот это зеркало. На какую сказку оно намекает? Кто знает, пишите в комментариях. Раньше замок, потом дворец, а теперь это музей. Замок Ландграфов – это одно из самых посещаемых туристических мест в городе Марбург. В течение почти 500 лет мужчины, женщины и дети в Европе были жертвами ведьмовства.
Эта эпоха насилия и преследования длилась с конца XIII века по конец XVIII века. На территории замка в Марбурге есть ведьмина башня, в которой все и происходило. И эта охота за ведьмами также распространялась в Германии, Гессене и Марбурге. Только для Марбурга существует более 100 файлов и записей старых ведьмовских процессов, допросов и осуждений за период с 1513 по 1710 год. Я нашел одну из таких старых записей и хотел бы вам ее предоставить в урезанном варианте. Оригинал же текста найдете по ссылке в описании к видео. Ведьма Кэтрин Липс. В год от Рождества Христова 1672 года Кэтрин Липс, жена школьного учителя из Бетцендорфа в Верхнем Гессене, была заключена в башню ведьм в Марбурге и подвергнута ужасным пыткам. В сохранившейся в архивах Марбурга записи говорится следующее. Ее приговор о пытках был зачитан снова, и ей напомнили, что нужно говорить правду. Она упорствовала в своем отрицании, раздеваясь с радостью и желанием, после чего палач связал ей руки веревкой, и мучимая подсудимая закричала: о горе, Господи на небесах, приди ко мне на помощь!» Ее пальцы ног были связаны, и она закричала: «У меня ломаются руки!» На нее надели испанские сапоги. Испанский сапог – орудие пытки посредством сжатия коленного и голеностопного суставов, мышц и голени. Затянули винт на правой ноге и принуждали ее сказать правду. Но она не ответила. Затянули также винт на левой ноге. Она закричала, что ничего не знает. Повернули левый винт еще. Мучимая подсудимая была вне себя, и она закричала: «Дорогой Господь Христос, приди ко мне на помощь!» Пытки усилили. Она затихла и сказала, что она не ведьма. Винт на ее правой ноге затянули сильнее, после чего она закричала: «О горе!» Ее принуждали сказать правду, но она упорствовала, говоря, что ничего не знает. Винты закрутили сильнее. Она громко закричала, чтобы ее мать под землей пришла ей на помощь. Вскоре затихла и не хотела говорить. Закрутили сильнее, после чего она начала кричать и кричать, что ничего не знает. После этого ее вывел мастер, чтобы ей подстригли волосы. Затем пришел мастер и сообщил, что он нашел клеймо, воткнув иглу глубоко в ее конечность, чего она не почувствовала и кровь не пошла. После того, как ее волосы были сбриты, ее снова связали за руки и ноги, винты на ее ногах снова затянули, ее снова позвали, и она тут же замолчала, ее рот закрылся. Винты затягивали все сильнее и сильнее, но женщина повторяла одно и то же, что она не ведьма и что она ничего не знает. Мастер Кристофель, палач, сообщил, что когда они отрезали волосы мучительно обвиняемой женщине, она умоляла его сына, чтобы они не позволили ей висеть так долго, если ее повесят. Стойкость этой женщины невероятна. Выдержала все степени пыток. Никакого признания не удалось добиться от нее. И поскольку у них не было других улик против нее, ее в конце концов пришлось освободить. Но в следующем году, когда появились новые подозрения, ее снова заключили в тюрьму.
и пытали еще более ужасно. 16 раз винты затягивали до упора, и поскольку она неоднократно теряла сознание, ее рот неоднократно открывали инструментами, чтобы заставить ее признаться. Иногда она молилась, иногда она ревела, как собака. Сила ее души была больше злобы ее мучителей. И, наконец, женщина была освобождена и выслана из страны. Марбург нельзя представить себе без вот этой церкви. Это церковь Святой Елизаветы. И это самая старая готическая церковь Германии. В готической архитектуре всегда впечатляют вот эти конусные башни и красивейшие витражи. На самом деле очень красивая церковь, но самое ценное здесь то, что она сохранила свой облик таким, какой она была построена 800 лет назад. Здесь в центре города, на рыночной площади, есть ратуша. И там наверху, если вы видите, есть петушок, который каждый час кукарекает. Но на самом деле кукарекает не петушок, а там в окошке под ним сидит трубач и издает звуки, похожие на пение петуха. В Марбурге находится Федеральный институт для слепых. И вообще этот город очень хорошо оборудован для людей, которые имеют проблемы со зрением. Вот этот макет города, он имеет масштаб 10 к 12,5, то есть 10 сантиметров равны 12,5 метрам. И здесь есть специальный текст для слепых с объяснением. По-другому этот текст называют текст Брайля, потому что придумал его французский ученый Луи Брайль, сын сапожника. А вот и мухи из сказки «Храбрый портняжка». «Силачом слыву недаром, семерых одним ударом», говорил главный герой сказки.
И за мамочкой побежали. Атмосфера на реке Лан очень красивая. Здесь можно встретиться с друзьями, покататься на лодочках или пойти что-нибудь выпить. Также здесь можно классно покататься на велосипеде, так как веломаршрут вдоль реки Лан входит в топ-10 маршрутов Германии. По-немецки его называют Landtalradweg. А вообще, река в черте города – это бесценный ресурс, особенно в жаркую погоду. Здесь даже если ты не катаешься на лодочках или не купаешься, если не ведешь себя активно, а просто там находишься, то сама атмосфера уже расслабляет и умиротворяет. В Марбурге все это есть, фактически в центре города. И для немецких городов это достаточно большая редкость. А еще рядом с университетской библиотекой есть старый ботанический сад с небольшим прудом и огромным количеством зелени. Там, кстати, и находится одна из фигур сказок братьев Гримм. А напоследок у меня есть для вас поучительная история о том, как Битлз почти приехали в Марбург с концертом. Все началось в сентябре 1966 года, через 2 месяца после больших концертов Битлз в Эссене, Мюнхене и Гамбурге. Жил в городе парикмахер и довольно известная личность по имени Киллиан. И вот однажды к нему в парикмахерскую пришел незнакомец, представился и сказал, что он хороший друг Джона Леннона, солиста группы Битлз. В доказательстве этому он показал карточку с автографом музыканта. Незнакомец также сообщил, что Джон Леннон обещал, что группа вернется в Геттинген в следующем году, если Киллиан заинтересуется и возьмется за организацию второго концерта в Марбурге. Киллиан взволновался и взялся за организацию концерта. Несмотря на то, что Киллиан поделился новостью только с родными, на следующий день весь город знал о предстоящем событии, и в прессе были опубликованы соответствующие статьи. В течение нескольких недель Киллиан готовил концерт. По всему городу были развешаны афиши, были изготовлены билеты и заключен договор аренды зала с мэрией. Были даже забронированы номера для музыкантов, и билеты распространялись по всем окрестностям. Киллиан стал новым героем города, и его везде встречали с радостью и почти с овациями. Но вскоре начались неприятности, когда организатор концертов в Марбурге и редактор газеты хотел узнать больше об этой истории. Он отправился в Геттинген, чтобы встретиться с тем незнакомцем, но его там не нашли.
После звонка в Лондон стало на 100% понятно, что это все был обман, так как официальный представитель группы сказал, что концерт в Геттингене не планируется. Следом об этом узнал весь Марбург, и лавина гнева обрушилась на Киллиана. Его слава сошла на нет. Его многочисленно оскорбляли жители города, и он даже был избит. Он потерпел значительные финансовые и репутационные потери и в итоге был вынужден переехать в другой город. Спустя же 20 лет на эту историю даже была снята трагикомедия с названием «День, когда Битлз почти приехали в Марбург». Друзья, наш сегодняшний день заканчивается, и я до сих пор чувствую себя как будто в сказке. Я думаю, что этот город очаровал меня на долгое время. Вот эти фахверковые дома, эта прекрасная атмосфера на реке, старые стены домов и замок, стоящий на горе. Складывается впечатление, что здесь все очень гармонично. И я советую вам просто посетить это прекрасное место. Организация любого путешествия занимает очень много времени и сил. Не хотите заниматься изнуряющим планированием, я сделаю это для вас. Я помогу вам в организации логистики, помогу вам в выборе наилучших мест посещения. Занимаюсь всеми этими вопросами. Нужна помощь? Обращайтесь. Все контакты сможете найти в описании к этому видео. Ну а я прощаюсь с вами. Нажимайте на палец, подписывайтесь на канал, потому что все это поддерживает нашу деятельность. Вот так. До новой встречи. Пока-пока. Looking back, I can't see clear.